В этом видео поговорим на следующую тему. Альтернативщики утверждают, что в прошлом была высокоразвитая цивилизация. А есть ли этому материальное подтверждение? Есть ли доказательства? Самую малость старинных высокотехнологичных артефактов я покажу в этом видео, а пока вступление. Официальная история базируется на утверждении, что Россия всегда была отсталая. Из дремучей отсталости нас вытащила церковь, дав нам письменность, затем много веков развития якобы не было. Далее, в начале XVI века итальянские зодчие построили все Кремли, потом до начала XVIII века, почти 2 века, опять плели лапти, и вот, благодаря реформам псевдо-Петра I, в России началось хоть какое-то развитие, да и то благодаря в основном иностранцам. Тут сделаю ремарку. А как же развивался СССР без иностранцев за железным занавесом после 1945 до 1991 года? Как потомки лапотных и отсталых крестьян смогли построить первую в мире атомную электростанцию, запустить человека в космос, делать открытия и развивать мировую науку? Можете использовать этот аргумент тем, кто пытается навязать вам отсталость. С 1930-е по 1940-е много заводов построили американцев, с этим вопросов нет. Каких-либо доказательств отсталости нам не приводят. Какие ваши доказательства? Обычно все верят на слово. Вообще, если обыватель попробует разобраться в этом вопросе, он, скорее всего, поверит официалам, так как в России ничего такого нет. Эту фразу я неоднократно слышал от своих друзей, которые являются приверженцами официальной истории. Такое мнение берется, наверное, из наблюдения большого количества каменных замков и религиозных зданий Европы, и сравнивая с Россией. Ведь в России действительно нет замков и большого количества религиозных зданий из камня, а то, что из кирпича, обычно считается более современным. Говоря по-другому, люди делают оценочное суждение, опираясь на артефакты, которые на поверхности и у всех на виду. В России же что-то произошло. Альтернативщики утверждают, что это был потоп, и артефакты прошлой цивилизации оказались под землей. Интересно, что на Анатолийском полуострове полно старинных сооружений, закопанных метрами глины, ила, песка, битой керамики, гальки и костей. Наличие в этом слое гальки говорит о том, что это было цунами с моря. Наличие костей говорит, что люди были застигнуты этим катастрофичным событием врасплох и погибли. Кроме того, в этом слое находят множество золотых украшений, принадлежащим тем, чьи кости находятся в этом веществе. Официальные ученые предпочитают это не замечать и никак не комментируют подобные находки. По засыпанным строениям Анатолии мы понимаем, что потоп был он и в Москве. Помните, наверное, стилистическую волну «Маскароны с рыбкой», делал об этом видео. Так вот, потоп был, и пришел он с севера. С севера же приплыли льдины, которые сносили города. На руинах погибших городов отстраивали города заново. Артефакты погибшей цивилизации иногда находят во время строительных работ. В городах, понятное дело, что-то исследовать не дадут, и альтернативщикам остается изучать только деревенские и сельские артефакты. Давайте их перечислю, некоторые показываю впервые. Вот строительный гидравлический уровень, стальной или чугунный, очень сильно ржавый. Центральная колба разбита, остальные работают. Колбы с жидкостью вставлены в латунные трубочки. Каким-то чудом держится, наверное, на ржавчине. С учетом состояния и возраста показывает более-менее точно. Найден этот уровень на большой глубине. На этом уровне можно остановиться подробнее. Нам ведь говорят, что строили на глазок, веревочку натягивали, расстояние измеряли локтями или лаптями. А тут целый гидравлический уровень. Я попробовал как-то датировать уровень. Ранние советские уровни были деревянные, например, вот такой. Поздние советские уровни были алюминиевые. На различных барахолках есть бронзовые уровни, много деревянных. Железных или чугунных или очень мало, или нет совсем. Если вы найдете подобный уровень и можно будет понять дату его производства, пишите в комментариях. Вот сгнивший деревянный уровень. Привезли с боем красного кирпича от зданий XVIII века.
Похожие типовые уровни на барахолках есть как и советские, так и дореволюционные, и даже иностранные. Датировать его проблематично. Вот две старинные шестеренки и шкив. Отчего они, сказать сложно, найдены на месте старинных деревень, на большой глубине. Возможно, это был какой-то станок или оборудование для сельского хозяйства. Сам станок не дожил до наших дней, остались шестеренки. Сделать шестеренку – это не лапти плести, нужно произвести расчеты, нагрузки, моменты, прочность, передаточное число и так далее. Далее надо изготовить эту шестеренку, если она чугунная, то отлить, а сами зубы надо нарезать на зубонарезном станке, который тоже как-то надо сделать. Не напильником же на глазок нарезать зубцы. Вот еще одна шестеренка. Нашел ее на поверхности. Трактор пахал поле и весь металл собирали в кучу. Интересна шестеренка тем, что сохранилась латунная вставка, подшипник скольжения. Материал шестеренки – чугун. Кто-то скажет, что это советская шестеренка. Скажите, от какого именно трактора? От какого узла? Если вы написали, значит разбираетесь в этом вопросе. Рядом был плуг. Интересен он тем, что крепление выполнено болтами и гайками с квадратной головкой, а в СССР были шестигранные гайки. Считается, что квадратные гайки более старые. Если у вас есть точная информация, поделитесь. Следующий пласт находок – это ювелирные изделия и украшения. Более изящные украшения из золота можно увидеть в музеях, а это простые украшения деревенских жителей. Обратите внимание, как изящно сделаны перстни. Есть множество мелкого орнамента и отверстий. Отверстия надо было чем-то делать, например, сверлом. Линии на бронзе тоже делались каким-то острым и прочным инструментом. Это известная серебряная подвеска вятичей. Подобные перстни тоже относят к вятичам. Вообще ювелирные изделия и украшения делают тогда, когда у людей есть еда, вода, налажен быт, есть соответствующий инструментарий, как минимум плавильная печь и мастерская с набором оборудования. Голодные крестьяне после выписанных помещиком плетей в доме с дырявой соломенной крышей не будут делать изящные украшения, им не до этого. В общем, вот такие артефакты были найдены в деревнях. Все, оказывается, есть. И шестеренки от механизмов, и украшения. Есть и целый завод, которого почему-то нет на картах. Он вообще никак не обозначен. Среди местных это усадьба. Кирпичная махина зарастает деревьями и медленно разрушается. Есть там и подвал. Если хотите, сниму об этом видео. Я думаю, что вышеперечисленные артефакты говорят о совсем другом уровне развития промышленности той эпохи, чем говорят нам официально. Кстати, думаю, вы в курсе, что в России полностью отключили монетизацию. Мы с женой подумали над семейным бизнесом, решили продавать наборы для детского развития и творчества. Первый набор – юный фермер, который предлагает вырастить 7 популярных агрокультур. Также думаем над набором вырасти кедровую рощу и так далее. Попробуем нащупать спрос с помощью Авито, ссылка будет в описании, заказывайте пока там, если пойдет, переберемся на популярный маркетплейс. На этом все, пишите, что думаете об этом, предлагайте темы для новых видео, до новых встреч, пока!